Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию обо всех животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! Господа, продолжаем цикл по обозреванию убийственного семейства куньих. И сегодня к нам на обзор попал колонок, он же сибирский колонок, вид хищных, млекопитающих семейства куньих из рода ласок и хорей. По генетическим признакам этот вид ближе всего к европейской норке, поэтому иногда их объединяют в один подрод. Некоторые ученые выделяют сахалинского и японского колонка в самостоятельный вид, называемый итатси. Сейчас на Сахалине осталось лишь 200-300 итатси, обитающих в основном в поймах рек. Название колонок, скорее всего, известно художникам, потому что из его волосков изготавливают хорошие кисти для рисования. Животинка эта маленькая и весит до 800 грамм, а его длина с учетом хвоста составляет от 48 до 66 сантиметров. Отличается небольшой головой, а также заметно укороченными лапами, между которыми слабо развитые перепонки. Мордочка заостренная, шея обладает большой гибкостью, а ушки острые. Красивый и распушенный хвост составляет примерно половину длины тела колонка, до 21 сантиметра. Окрас меха рыжевато-охристый. В зимний период мех колонка становится очень густым и мягким. Мордочка имеет бурый оттенок, который прозвали маской. Очертания губ хорошо заметны, так как они выделены белой полосой на мордочке. Колонки довольно сильно распространены в низкорослых лесах на территории Азии, а также распространились на территории южной полосы Сибири и на Дальнем Востоке. В последние годы наблюдается рост численности и мест распространения колонков на территории Якутии вдоль Охотского побережья. Довольно много колонков появилось на территории Предуралья. Местами своего непосредственного жилища зверьки выбирают долины небольших ручьев, где селятся в буреломах, валежниках и смешанных лесах. Также их можно обнаружить в каменистых россыпях, которые заросли кустарником. Колонки часто поднимаются в горы аж на высоту от 1400 до 1700 метров. Однако встретить их можно и на окраинах полей или небольших сел и городов. В общем, животинка не сильно прихотливая в выборе места жительства. Однако, выбрав дом, колонок остается в нем на всю жизнь, потому что образ жизни колонков полностью оседлый. Отличаются от собратьев они тем, что никак не метят свои территории. Ко всему прочему, они их еще и практически никак не защищают, не чета росомахи. Заставить колонков сменить место обитания может лишь полное отсутствие еды, или переезд в квартиру любимого или любимой в брачный сезон. Во время массового переселения колонки теряют свою осторожность и бдительность и вспоминают, что они родственники самого отбитого на голову семейства. Поэтому они забираются на скотный двор и разоряют его, стремясь по числу убийств победить ласку и горностаи. Кстати, помимо своего основного жилища, колонки строят по нескольку временных дач на своих территориях. Расположены эти временные убежища в разных частях участка, которые обустраивают в норках других грызунов, а также возле упавших деревьев. Колонков отличает ловкость и проворство, собственно, как и всех куньих. При этом наибольшая активность приходится на сумеречное время и ночь. Однако при нехватке еды в зимний период зверек может искать добычу и днем. Кстати, несмотря на свою великолепную шубу, в очень холодные зимние дни встретить колонка довольно трудно, так как животинки холод не любят и способны залегать в кратковременную спячку примерно на несколько суток. Кстати, еще одной отличительной особенностью колонков
является их возможность перемещаться под глубокой толщей снега, а еще поедать добычу они любят дома. На месте, где добыча поймана, они этого никогда не делают. Каланки вполне способны лазить по деревьям, однако делают они это очень и очень редко, в отличие от плавания, потому что это дело они как раз любят и могут отплывать от берега на большие расстояния. Меню каланков очень разнообразно. Они являются всеядными хищниками, как их родственница куница, а также могут быть мышеедами, как, например, горностай. Основой питания являются хомяки, полевки и небольшие птички вроде воробьев. Несмотря на то, что каланок – животное небольшое, он вполне способен вести охоту на таких зверей, как зайцы или ондатры. Также в области Приморья важным источником пищи для каланков является рыба. Падаль они не любят, только если приспичит, ведь голод не тетка. У каланков в охоте на живность есть много конкурентов. Наиболее суровое соперничество происходит с соболем из-за того, что соболь вытесняет каланка с места обитания. Довольно трудно встретить эти два вида по соседству. В общем, не любят они друг друга. Период брачных игр у каланков идет с марта по апрель. В этот период охота уходит на второй план, так как почти все время самцы уделяют самочкам. После красивых ухаживаний самочка ходит беременной чуть больше месяца, а после рождения спиногрызов начинает вести вместе с малышами скрытный образ жизни. Каланки обладают высокой плодовитостью. В год самка способна родить от 6 до 10 детенышей. Новорожденные малыши невероятно маленькие. Их вес составляет около 7 грамм. Они полностью слепые и голые. Весь первый месяц от Рождества происходит приобретение меха, его окрас и появление маски на мордочке. Самка перестает вскармливать свое потомство молоком ближе к концу второго месяца жизни маленьких каланков, а к началу осени детеныши уже становятся размерами с взрослую особь и начинают вести самостоятельный образ жизни. В настоящее время мех каланков нашел очень и очень широкое применение в меховой индустрии. Стоит сказать и о том, что раньше практически в каждой семье присутствовал хотя бы один мужской головной убор из такого меха. Но хочется верить, что подобные времена ушли и ношение трупов животных на голове или теле уже не так необходимо. Ведь наука не стоит на месте. И есть куча других способов утеплить тельце лысых обезьян. А как вы думаете, может ли современное человечество отказаться от одежды из меха? Пишите в комментах. Кстати, заодно прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч! В центре Хабаровска молодая пара поймала раненого дикого зверя, невесть как оказавшегося в жилой зоне. Хищник затаился около деревьев вблизи многоэтажек, но, заметив людей, стал удирать. Чтобы поймать рыжего зверька, хабаровчанину вместе с подругой пришлось побегать. Подвижного гостя поначалу приняли за хорька, но он, в отличие от одомашненных сородичей, даваться в руки не захотел. Друзья поискали фотографии животных в интернете и пришли к выводу, что это каланок. Хищник с ценным мехом, живет в дальневосточных лесах, около рек и озер. Оставлять его дома побоялись. В квартире уже живут 3 кошки, которые наверняка бы устроили с лесным пришельцем войну. Причем на чьей стороне была бы победа, еще большой вопрос.